Смарт-часы от компании Xiaomi, которые работают на операционной системе Wear OS, они оснащены процессором Qualcomm Snapdragon W5 Plus Gen 1, 2 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайта внутренней. Ко всему они имеют стильный дизайн, корпус из нержавеющей стали, AMOLED-экран с технологией Always On Display, поддержку NFC, поддержку LTE, время автономной работы до 55 часов в версии LTE и 65 часов в версии Bluetooth. Расширенное отслеживание состояния здоровья, пятиступенчатую двухдиапазонную GNSS навигацию, водонепроницаемость 5 атмосфер, и это, разумеется, только самая малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Watch 2 Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой продолговатой упаковке с изображением и названием модели, а также краткими характеристиками. Упаковка отличная, в каких-то моментах лучше даже, чем в модели Xiaomi Watch S3, обзор на которую был уже на канале. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство с 2 пинами. Весят смарт-часы 65 граммов, а габариты 51 на 46 на 13,9 мм и ширина ремешка 22 мм. Но также напоминаю, что на канале много топов товаров. Один из этих топов недавно я делал топ-10 умных часов. Так что если вы после этого обзора мне скажете, что они вообще ужасно, а что есть нормальное, посмотрите один из топов. Там и до 5000 рублей есть умные часы, и до 10. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого еще iPhone 15 пытаюсь разыграть. Условия в ролике по ссылке в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где всякие исходники и результаты тестов девайсов до обзоров. Постоянно на связи. Полетели. Сразу хотел бы отметить, что данная модель, как я уже говорил, работает на операционной системе Wear OS. Для нас это огромнейший плюс, так как данная система очень гибкая в использовании. Благодаря Wear OS на смарт-часы можно устанавливать сторонние приложения, к примеру, Watch 2 Pro имеют встроенные NFC-модули поддержку GPay. Конечно, для нас это не актуально, так как в РФ это дело не работает, но есть приложение MirPay, которое можно устанавливать через ADB. Также я хотел бы отметить, что Watch 2 Pro имеют ряд полезных функций, всевозможных настроек. К примеру, они поддерживают полноценную многозадачность, встроенный Play Market и не только. Конечно же, некоторые приложения и функции работают в Российской Федерации плохо или вовсе не работают. Но обсуждения этой модели на форумах достаточно. Плюс есть уже пользователи, которые приобрели себе данную модель и могут с вами поделиться опытом по решению тех или иных проблем. Вообще, если поиском пользоваться, по-моему, там уже все можно найти. Я поделюсь с вами своим опытом использования и постараюсь это сделать максимально информативно и понятно. Полетели. Поставляются Watch 2 Pro в черной и серебристой расцветке. У меня на руках Xiaomi Watch 2 Pro Global. Также есть Bluetooth плюс Wi-Fi версия и версия с поддержкой LTE. На данный момент нет информации о поддерживаемых операторах Российской Федерации. Дизайн данной модели мне лично очень понравился. Круто выглядит безель с кольцом, которая имеет текстурированную поверхность. Также интересно оформили кнопку колесика. Корпус смарт-часов выполнен из нержавеющей стали, ремешок в данной расцветке из кожи. Сборка отличная, как и качество материалов. Ремешок быстросъемный, он имеет стандартное крепление, а также классическую застежку из металла. Ремешок удобный, запястье под ремешком не потеет, ремешок не натирает. При носке смарт-часы дискомфорта не доставляют, как и во время сна. Далее на корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки с пинами, микрофон, динамик и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту оптический датчик сердечного ритма, акселерометр, гироскоп, датчик внешней освещенности, электронный компас, датчик барометрического давления и датчик анализа биоэлектрического импеданса. Далее с правого торца расположили 2 механические кнопки, одну кнопку колесика. Верхняя кнопка отвечает за переход к тренировкам, но команду можно переназначить. Нижняя кнопка отвечает за переход к платежной системе GPay, а зажатием можно перейти во вкладку выключения перезагрузки устройства и вызов экстренного номера. Также на нижнюю кнопку можно повесить команду вызова Google Ассистента, которая в стоке висит на зажатии кнопки колесика. Сама кнопка колесика отвечает за переход в меню и возврат. Двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложениям. Люфт у кнопок отсутствует, нажимаются они хорошо. Летим дальше. С фронтальной части находится слегка утопленный в корпус AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей, защитой Corning Gorilla Glass и плотностью пикселей в 326 ppi. Экран имеет отличную цветопередачу, минимальные рамки, яркость до 600 нит, плавный скроллинг и приятную анимацию. Также отмечу, что перемещаться по интерфейсу удобно, хоть и система работает с легкими микрофризами. Артефактов на сером цвете, как в S3 в данной модели, нет, что радует. Яркости экрану достаточно даже для использования на солнце. Есть автоматическое регулирование
регулировка яркости и 128-уровневая ручная настройка. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon W5 плюс Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра, оперативной памятью 2 гигабайта и встроенной 32 гигабайта. Wi-Fi поддерживается на 2,4 ГГц и 5 ГГц, а Bluetooth-чип установлен в версии 5.3. Интерфейс доступен на русском языке, что неудивительно, и шрифт хорошо читаемый. Далее, время до отключения экрана максимум 60 секунд. Функция «Всегда включенный экран» можно настроить до 20 минут, что стандартно. Always Display также присутствует, работает он по расписанию или в автоматическом режиме. Стиль AODA зависит от циферблата. Функция для выключения экрана накрытием ладонью на борту, как и тап для пробуждения. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно, хорошо и довольно быстро. Из полезного можно выбрать один из двух стилей отображения меню, установить пароль, настроить режим «Не беспокоить» и спящий режим, включить значок непрочитанных уведомлений, включить жесты масштабирования, включить функцию TalkBack для озвучки текста на экране. Ко всему, данную функцию можно установить как быструю команду на кнопку. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, снизу вверх панель быстрого доступа, которую можно персонализировать под себя, и в ней есть регулировка яркости. Переход к настройкам: авиарежим, режим «Не беспокоить», режим в театре, выключение-включение Wi-Fi и Bluetooth, продувка динамика, блокировка сенсора экрана и не только. Слева направо и наоборот виджеты, которые также можно персонализировать под себя, как и сортировать приложение в меню. Удобно, что сортировать приложение можно, просто зажав любое приложение в меню. В меню находятся тренировки, которых более чем достаточно, плюс есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности также на борту, а из интересного можно выделить шаблоны для бега, различные настройки для тренировок и статистика после тренировок. GPS-навигация отрабатывает отлично, отклонение в построенном маршруте минимальное. Тренировка может работать в фоновом режиме, как и большинство приложений в данной модели. Далее в меню есть Play Market с приложениями, Google карты, погода с подробным прогнозом, календарь, контакты, диктофон, Bluetooth-кнопка для съемки даже в стоковом приложении камера на смартфоне. Плюс смарт-часы должны еще работать как видоискатель, но в моем случае с разными смартфонами эта функция по большей части не работает. Иногда получалось сделать пару снимков, а в остальном все глухо. Также есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, мировое время, компас, поиск смартфона, таймер и секундомер. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, в меню есть музыкальный плеер. Но вот отдельные вкладки в приложении, чтобы загрузить музыку на смарт-часы, я не обнаружил. Подключить нагрудный датчик нельзя, но можно подключить Bluetooth наушники к смарт-часам или Bluetooth колонку. Что касается функции мониторинга за здоровьем, пульс работает в автоматическом режиме или автоматическом с выбранным интервалом. SpO2 и уровень стресса измеряется в автоматическом режиме. Разумеется, все эти показатели можно также измерять вручную. Также на борту есть измерение состава тела, измерение температуры кожи, дыхательные тренировки, женское здоровье и функция мониторинга сна с оценкой дыхания во время сна. Удобно, что весь мониторинг здоровья можно настроить прямо со смарт-часов, плюс на смарт-часах отображаются информативные графики. Результаты измерений корректные, и в этом плане к данной модели у меня нареканий нет. В настройках помимо перечисленного можно включить режим энергосбережения, настроить звук и вибрацию. Вибромотор тактильно приятный, но настроить силу вибрации нельзя. Динамик громкий, плюс качество звучания отличное. Разговаривать через смарт-часы возможность есть, так как в данной модели поддерживается функция Bluetooth вызовы. Уведомления приходят моментально, иконки приложений, фотографии пользователей, смайлики, фотографии, все это отображается. Удобно, что длинный текст можно прочитывать прямо со смарт-часов. А также удобно, что есть голосовой ввод, ответ смайликами и клавиатура для ответа на уведомления. Летим дальше. Емкость аккумулятора 495 мАч, полный цикл зарядки занимает 50 минут, что довольно быстро. 100% заряда с выключенным Always On Display в обыкновенном сценарии использования и автоматическая регулировка яркости хватает по моим тестам на 2 суток, не больше. Но смарт-часы разряжаются странным образом, так как иногда они практически за 1,5 дня садятся сотки до нуля. Далее, водонепроницаемость стандарта 5 атмосфер, плавать с ними можно, как и принимать душ, но не в горячей воде, а также плавать в соленой воде я не советую. Для примера, я окунул их, разумеется, в проточную воду, по итогу с ними все в порядке. Тысячный раз напоминаю, что перепады температур нехорошо, соленая вода нехорошо, но это ваше устройство, вы его купили, вам решать. Приложение Mi Fitness. При первичном подключении мне сразу же прилетело обновление. В приложении Mi Fitness все стандартно. Есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В приложении есть магазин циферблатов, и на выбор есть персонализированные, кликабельные, анимированные циферблаты, и любую фотографию на заставку установить можно. Ко всему, циферблаты можно устанавливать как сторонние, так и Play Market. Далее в приложении есть сам Play Market и настройка устройства. Минусы приложения Mi Fitness в паре с этими часами много радости не вызывает. Скромная автономность, нельзя подключать нагрудный датчик, нет возможности загрузить маршруты для тренировок. Во всяком случае, на данный момент я не обнаружил такой функции, как и не обнаружил возможности загружать музыку на смарт-часы через приложение. К минусам также отнесу, что в данной прошивке некоторые функции работают
работают некорректно, также может отвалиться прогноз погоды, а от некорректно работает. Есть проблема с 24-часовым форматом, мониторинг сна может не работать или вовсе мониторить, даже если смарт-часы не надеты на руку. В общем, пока еще прошивку не допилили. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Watch 2 Pro отличный выбор. Главное урвать их за приятный ценник. Аналоги есть, к примеру, у Samsung, но цена у них выше. Также можно посмотреть в сторону TicWatch, но их я не советую только за какие-нибудь очень-очень смешные деньги, но это очень редко бывает. В целом, за дизайн, железо и операционную систему однозначно девайсу да. Еще раз огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья.